Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, удивительная колода, изображение и значение. Карты подаются с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к собственной душе, к самим себе. Жизнь не бывает, увы, полностью предсказуема. Позволим себе как право ошибаться, так и право идти дальше. Допустим, альтернативные как раз варианты развития событий, а не то, что, может быть, мы себе запланировали. Да, бывают и такие перемены. И вот как подсказки, пусть нам будут образы карт Таро. Переворачивается карта Вестник Огня. Либо есть такая многозадачность, либо много вопросов, которые вы бы хотели прояснить или решить, или докопаться до истины. Но по Вестнику Огня есть такой момент, когда импульсивность. Может быть, отчасти девушка у нас, да, показана как будто венок из свечей. Много мыслей в голове разных. Может быть, вы, знаете, находитесь в том состоянии, когда нужно принять одно какое-то важное решение. А у вас сейчас жизнь как будто одно обстоятельство связано с другим, и это вот всплетается в какой-то своеобразный венок. В такое состояние лучше не торопиться, занять какой-то нейтралитет и разобраться, что же есть по факту. Ну, по крайней мере, Вестник Огня, импульсивность. Нам никогда карта не говорит, что импульсивность нам это помогает. Но желание быстрее все расставить по местам на этой неделе, скорее всего, у вас будет, мои дорогие тельцы. Или докопаться, правда, до какой-то истины. Может быть, будете что-то искать как информацию. Итак, основное это у нас неожиданности, что важно знать. И первые две карты у нас так и будут называться. Что важно знать, что для вас будет в приоритете или чему придется уделять внимание. Чего не избежать, с чем вы можете столкнуться или неожиданности. Чему сейчас не время, как видят карты, или что может помешать. А что вас будет радовать, что будет помогать. Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделе. Личная жизнь. Что же важно? Четверка воздуха. Быть реалистом это точно. Куда-то не торопиться. Правда, не случайно у нас карта перевернулась. Есть какой-то либо режим многозадачности, или, мои дорогие, вы устали. Карта призывает нас отдохнуть тоже, уделить внимание своей душе, кстати, да, как будто себя не загонять какими-то ненужными мыслями. Ситуация будет развиваться отчасти сама где-то по себе, и на ход развития событий вы не влияете. Об этом нам тоже говорят карты. И поэтому, словно, знаете, вот расписание небесных фишек изменить мы не можем. По этой карте, пусть в другой колоде Таро есть такое, я складываю оружие. Как будто я в чем-то не принимаю участие. Я не говорю «да», но я не говорю и «нет». Нейтралитет, действительно. Или, может быть, сложится обстановка, или по вашему здоровью, когда вы много работали, и уже ваша усталость превратилась в хроническую, и чтобы тут не было своеобразного эмоционального выгорания, как будто тоже нужно остановиться. У кого-то профилактические процедуры, назовем так, походить в бассейн, или уделить внимание себе, может быть, пройти курс массажа. У кого-то обратиться к стоматологу. Ну, или есть еще что-то, когда мы, в принципе, можем, как и обращаться к врачу. По этой карте уже в этой колоде проходит момент исцеления, медитация, отдых, восстановление сил. Вот вам нужно восстановить силы, может быть, перед каким-то квантовым скачком. Вполне вероятно, мои дорогие, не торопитесь. Сам ангел отдыхает. Неожиданности. Девятка воздуха. Но когда воздушные карты, да, вот в этой колоде или мечевые, мы их называем мечи, это у нас как раз по водолею. Это интеллект, это очень важно. Или, если мы говорим про интуицию, что такое интуиция? Это тандем и как нашего интеллекта, так и опыта. Тот опыт, который уже безэмоциональный. И с одной стороны, в неожиданностях не должны повторить какую-то ошибку. Здесь словно ангел приготовился к прыжку. И правда, здесь нужно восстановить силы, потому что как будто
вот совсем близко какая-то история в вашей жизни получит продолжение. Или, мои дорогие, к вам уже пришла какая-то новость, а вы словно замерли, и вы не знаете, что с этим делать. Соглашаться на что-либо или сказать «нет». Участвовать в каком-то мероприятии, деле, или все же выйти. Вот есть определенная такая, знаете, как топтание на месте. И карта вот здесь, именно в этой колоде, она говорит нам о чем? Переход от самоосуждения к самосостраданию. Вот все то, что я говорила до того, как мы с вами достали карты. Наша жизнь действительно не бывает полностью предсказуема. Знаете, от чего-то не отказаться все-таки будет тоже очень важно. Знаете, если прежний какой-то был опыт, не самый положительный, карта нам напоминает, что страх допустить ошибку искажает реальность. Все-таки в традиционных колодах карт девятка воздуха или девятка мечей называется карта ночного кошмара. И там ведь тоже нам говорят, что ты не видишь реальность. И в этой колоде карт страх именно может, как будто картину, которую вы видите, она не есть на самом деле. И если мы подойдем с каким-то стереотипом или шаблоном к решению того или иного вопроса, мы что-то можем упустить, либо отказаться от того, что для нас может быть ценно. Поэтому, как минимум, отдыхайте, размышляйте. Вот, кстати, по четверке воздуха привести мысли в порядок, если мы говорим о классических колодах Таро. Чему сейчас не время? Знаете как? Все-таки время интеллекту или как интуиция или каким-то рациональным размышлением, может быть, да, время отдыху, но чему не время вестник воды, в то же время быть в каких-то иллюзиях или полностью расслабиться, упуская контроль за внешними событиями. Вам нужно как бы все-таки участвовать в этих событиях, но не принимать это все личностно. Может быть, не говорить ни да, ни нет. Вам нужно занять словно какую-то позицию. И если мы говорим, знаете, тут сохранять скорее какую-то эмоциональную безопасность будет, с одной стороны, важно. Но не думать, что вас это, к примеру, может защитить полностью. Или, если вы скажете кому-то «нет» или «да» на этой неделе, что это будет нести в себе какие-то гарантии. Нет гарантий пока на этой неделе, вообще никаких. Не думать, что тот образ, который, может быть, мы рисуем в голове или как мы хотим, чтобы ситуация развивалась, что оно так тоже будет на 100%, допустить, что действительно в любой момент могут произойти изменения. И для этого нам карта говорит: ты не расслабляйся, все же держи все под контролем, чтобы тебя ничто не застало врасплох. Что же будет помогать? Королева огня. Королева огня – это та, которая, может быть, и падала, но всегда поднималась с колен. Это сильные люди. Вы, мои дорогие, тоже очень сильные личности. Это вообще сама по себе позиция очень сильная. Поэтому у вас сейчас, значит, вы как эксперт, уже есть какое-то признание или вашего профессионализма, или то, чем вы заняты, оно очень правильно, как будто следует продолжать. Но что отличает королеву огня? Это умение не выдавать ни своих секретов, ни чужих. Вот правда, на этой неделе помогает отчасти молчание. И когда вы никому не скажете ни да, ни нет, когда вы просто работаете с информацией и что-то для себя, ну, анализируете. По этой карте хорошо и проходит как сотрудничество, дружба, но без даты каких-то обещаний, как будто с точкой вы кому-то ничего не должны сказать. Или рассказать о себе самом, о себе самой более чем следует. Все же быть у себя на уме, вот это вам помогает буквально. И все же планы ваши по этой карте, они как будто должны идти в прогрессе. Но пока вот не время, видимо, этой недели, когда вот беремся за что-то и как будто начали и закончили. Нет, другие энергии. Что скрыто? Искушение. А правда, может быть какой-то выбор, как будто
Ну вот или сейчас, или никогда, или какая-то история тянулась какое-то время. Вы, кстати, могли уже даже принять определенное решение, и вдруг каким-то образом пришла другая информация, и вы словно на перепутье заново, и словно тоже что-то нужно решить. Вроде бы все было прояснено, может быть, у кого-то это личной жизни как раз как будто касается. Или вопросы заработка денег. 15-й аркан выглядит именно так в этой колоде, называется искушение, есть желание что-то осуществить. С другой стороны, это ведь что скрыто? Это может быть как и ваш такой посыл побудительный, хочу добиться своего, но тогда об этом никто не должен знать. Мои дорогие тельцы, вы тут можете вести, и даже, я бы сказала, карты рекомендуют вести свою игру. И не предвосхищать события. Помните, удача и успех любят тишину. Может быть, об этом нам говорит тоже королева огня, вот эта карта. По карте искушения нельзя, знаете, как будто быть зависимым от кого-то или буквально зависимым от денег. Помним, что если деньги, это проходит как раз по этой карте, это способ взаимодействия с миром. Один из способов. Поэтому не деньги как самоцель в виде накоплений, а какая-то предлагается нам высокая идея. Или какой бы вы ни решали вопрос, надо подавать даже для самого себя. А если вы тем более идете решать какой-то вопрос, к примеру, в инстанции, или вы говорите, обсуждаете, может быть, с вашим партнером по бизнесу, какое-либо дело, тему, то нужно подавать с позиции пользы людям. Вот чем вы занимаетесь, ваш труд. Вот надо не так, что «а мне так будет удобно», а надо подать по-другому. Так будет лучше для людей, удобнее для людей, так будет целесообразней. То есть вот берите шире формат, мои дорогие, если это так, как подсказка, вы хотите решить какой-то вопрос, который для вас важен. Не выходить, понимаете, за пределы, нам говорит карта, допустимого в каких-то вопросах. Ведь по этой карте проходит у нас страсть или жгучее желание что-то получить. Походят и деньги. Поэтому это не время риску. Вы можете как и согласиться, так и отказаться от чего-то и словно для себя, знаете, ну, обрубить какую-то возможность. Вот есть такое, мои дорогие. Вот эти пределы допустимого, или я часто говорю, не делайте чего-то чересчур. Вот как у древних китайцев есть у них такое, у них даже их традиционное лечение, то, что для нас нетрадиционно, именно рефлексотерапия, то, что мы называем, у них есть точки Глашатая, то есть, ну, это целая наука, и есть такое понятие через философию, 7 чересчур. Так вот, в любом случае, они большие материалисты, надо сказать, китайцы, и это где-то через философию их уклада проходит и через философию всей жизни. И надо учиться иногда вот тому, что полезно. Так вот, чересчур может даже изменения в нашем состоянии здоровья вызывать, понимаете? Поэтому чего бы тут вопросы не касалось. Или вы проходите, допустим, ну, себе как оздоровительная программа. И если вы вчера пробежали 30 метров и прочувствовали как будто бодрость, да, приток сил, дай-ка я вот завтра побегу 3 километра. И это будет чересчур. Это не будет во благо для здоровья. Я, к примеру, первый вариант. Поэтому держите где-то как эмоции на коротком поводке, так и самого себя, не подвергая риску. Это скрыто, потому что вовремя что-то додумать. Дела, работа, бизнес. Старший аркан. Здесь претерпевается что-то, как, знаете, что-то меняется, старший аркан. Может быть, это непреодолимые какие-то события. И вот девятка воздуха как раз и может говорить о том, что мы можем находиться словно в стопоре от услышанной новости или от какого-то предложения, или обстановка вокруг вас, меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то сейчас действительно неспокойно. И по карте башня это вообще прообраз всегда идет того, что прежде нам служило преградой, теперь оно как будто падает. Но в этой колоде карт, если мы говорим дела, работа, бизнес, все же полная смена парадигмы и элемент опасности проходит. Это своеобразный сюрприз или, ну, такое вот наше столкновение с какой-то реальностью, когда неожиданные события меняют как и нас самих,
так и отчасти наша жизнь. Но это, наверное, как по Плутону, мои дорогие, по Плутону и даже по Урану, будем говорить, и Уран в вашем знаке зодиака, но в то же время он в созвездии Овен. И где-то воздействие вот этой импульсивности по Овну, оно тоже проходит. Хочется быстрее с чем-то разобраться. Или хочется настоять на своем. Хочется все и сразу. Хочется быстрее получить какую-то прибыль, например. Ведь так тоже может быть. И здесь из-за ошибочных наших, может быть, действий, плюс обстановка еще такая. И правда, нам и говорят, не соверши конкретно какую-то ошибку. Значит, нужно принять, если что-то меняется, то, повторюсь, как по Урану. Уран никогда не забирает то, что может быть продолжено. Он, наоборот, расчищает нам словно какой-то путь. Вот у вас дела, работа, бизнес, у кого-то смена руководителя, смена... Может быть, вам придется какие-то коррективы в ваш бизнес носить. Смена обстановки вокруг вас, какие-то законы меняются. Вот что-то все равно будет меняться, и вам нужно держать руку на пульсе. Вам нужно все подмечать. Не расслабишься. По вестнику воды есть такое, что нам как будто приходит, может быть, приходит какая-то новость, которая нас чем-то вдохновляет, и нам хочется чем-то заниматься таким, да, где-то взять паузу, но это пауза для интеллектуальных размышлений по четверке воздух, это есть какая-то логика, рациональность, но не расслабишься, вот такая обстановка как будто есть. Финансы. Император. Еще один старший аркан. Вы знаете, мои дорогие, тут, может быть, за прежний период вы подписывали, к примеру, или оформляли какие-то документы, которые касаются финансов. И здесь вот эти вопросы немного так вот для кого-то как будто о себе напоминают, и вам придется отправиться в высокие инстанции, чтобы что-то согласовывать или какую-то ситуацию прояснять. По карте император иногда все же проходит, когда мы сталкиваемся с властью. И карта сразу говорит: уважай эту власть. Если мы ее уважаем, тогда она нас уважает тоже. Как будто если вы пришли в один кабинет, а вам говорят: и нет, нужно еще там в 3. Вы принесли одну бумагу, а вам говорят: нет, надо еще 5. Вот если мы пройдем ступенчато по этой иерархии, или потому что нам говорят, мы быстрее решим вопрос, нежели мы кому-то что-то будем доказывать. По карте императора это может быть та сила, когда мы, должны принять во внимание, что мы, не всемогущие, и себя не подвергать вторичному риску. Хотя как раз изменить какую-то финансовую ситуацию у вас и может быть возможность. Вы знаете, здесь противоположный по значению карты, и я могу допустить у каждого из вас, мои дорогие тельцы, своя какая-то конкретика будет. Поэтому я так поподробнее в разных направлениях эти энергии пытаюсь описывать. Так вот, у кого-то из вас, у кого-то столкновение буквально с законом, а для кого-то из вас ваша сильная позиция сейчас, когда есть твердая уверенность, как будет в дальнейшем развиваться какая-то финансовая ситуация. Может быть, по этой карте, кстати, мы можем отправиться учиться, именно потому, что не хватает каких-то знаний, а прежние уже не работают. Или те самые законы. Может быть, вы будете искать тех людей, которые знают, как правильно решить тот или иной вопрос, или разрулить какую-то ситуацию. Но будьте внимательны, тут ничего не ускоришь, это правда. Поэтому где-то будет время, отдыхайте, но держите все под контролем. И если, вот как я сказала, складываю оружие, правда, не время для споров или доказательств, личная жизнь, любовь, мои дорогие, выпадает карта любви. Здесь единение противоположностей, по сути дела, да. А для кого-то из вас это личная жизнь, и вы на выборе можете быть. Какое решение принять? У кого-то все эти 3 аркана будут взаимосвязаны. Может быть, решается вопрос по работе, а он тянет за собой и финансовую составляющую, и то, что в личной жизни. Или наоборот, решается что-то в личной жизни, и оформление с документами, и какая-то реорганизация по поводу ваших заработков или финансового вопроса. Как будто выбор делать придется. Все же 3 вот этих старших аркана, они взаимосвязаны. И карта нам говорит, сепарация, разделение – это только иллюзия. У вас могли быть отношения, когда вы друг друга словно зеркалите. Если нам что-то
не нравится в партнере по этой именно карте, в этой колоде. Это не есть, что бывает партнер плох. Это где-то, ну, зеркало нас самих. Зеркало мы как будто, если особенно вы даже в паре и продолжительное время, так вот мы словно отзеркаливаем друг друга. И карта нам говорит не время видеть вещи цельными, есть такое значение, а как раз допустить то, что как альтернативный вариант развития событий, или ситуация будет меняться, или прежний какой-то наш шаблон, он уже теперь не сработает. Находить, в принципе, взаимопонимание. Все-таки эта карта еще и великой дипломатии. И это на личную жизнь, но у кого-то эта дипломатия совершенно необходима для того, чтобы ваш личный вопрос решить, договориться с вашим близким человеком или с родственниками. У кого-то личная жизнь – это не про любовь, а именно ваша личность, ваше самодостижение, ваше честолюбие, чтобы договориться, может быть, с руководителями или в высоких инстанциях. Вам тоже придется быть дипломатом вот где-то в этих энергиях и не допускать противостояния, не допускать той дискуссии, которая переходит в конфликт. Помните, что сепарация – это только иллюзия, мои дорогие, поэтому где-то единение, нахождение общих точек соприкосновения или интересов, или каких-то более дружественных контактов, по крайней мере, в течение этой недели это будет важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Интересный расклад, совершенно нетипичный для тельцов. Буду рада вашим комментариям. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.